Здравствуйте, мои дорогие друзья! Приветствую вас на канале Винтаж Оксана Гудвин. И я показываю свои находки со свалок. Все, что удается найти интересного и не очень, показываю вам, мои дорогие зрители. Сегодняшний мешочек вот такой, не мелкий, но интересные вещицы я здесь присмотрела для себя. Надеюсь, что-то интересное мы сегодня с вами здесь обнаружим. Конечно, видно, что и какие-то крупные предметы до веса доложены, но, как правило, среди вот этого всего можно интересного что-то найти. Будем искать сегодня. Перед тем, как распечатать, распаковать и заняться поиском клада, хочу вам показать интересную вещицу. Это такая кошка. Это молочник. Посмотрите, она держит лапку. В общем, все функционально. То есть это держатель. Здесь есть и носик для того, чтобы наливать сливки или молоко. Открывается эта кошечка вот таким образом. Вполне себе функциональная вещица. Замечательная. И здесь есть маркировка. Это Japan. Сейчас, минуточку. Где моя лупа? Все покажу вам. Коллекционная кошка. Когда-то стоила $20, но мне она досталась за 50 центов. В общем, кошачья коллекция, даже вот в таком функциональном формате тоже может быть, тоже может присутствовать. Вот так вот она выглядит. Она не мелкая довольно-таки, такая крупная кошечка. Так, ну а мы давайте приступим к поиску клада. То, ради чего мы здесь собираемся. И процесс поиска мне всегда очень нравится. Даже если что-то интересного не окажется в этом мешочке, все равно. Этот мешочек мне достался за $3. Ну, я уже рассказывала, кто постоянно смотрит мои ролики. Мешочки я нахожу на свалке. Именно там можно найти что-то интересное. Буду высыпать вот в коробку. И постепенно брать все предметы, что в этот раз тут хранится и что же тут спрятано. Буду брать по порядку все предметы и рассказывать, рассматривать, вернее, то, что здесь может быть. Конечно, сразу же я убираю вот эти крупные вещицы. Ну, в принципе, вот такая яркая нитка, бус. Очень яркая, пластик. Часто такие бусы попадаются. У меня целые уже вазы стеклянные, прозрачные, банки наполнены подобными бусами. Ну, как декор. В принципе, и в повседневной жизни, я не знаю даже. Я помню, вот подобного плана бусы были в моде в 80-х годах. У меня такие были. Так, следующее, что тут... Обычная нитка деревянных бус, пыльные, тоже часто попадаются. Ну, как правило, это что-то сувенирное. Не буду на этом останавливаться долго. Следующее, что здесь? Нашла золото, мои дорогие. Это прям золото. И здесь, кстати, есть маркировка. Да, кстати, на ногти на мои... Внимание не обращайте, они отдыхают. Следующий распаковочный ролик будет уже с новым маникюром. Конечно, я даю своим ноготочкам отдохнуть, но хотя бы дня 4 точно между тем, чтобы делать классный маникюр. Так, есть маркировка 14 карат и НРТ. Колечко. Смотрю ли все кристаллики на месте. Кристаллы вклеенные, по-моему. Нет, сказала вклеенные, но очень-очень мелкие клапана, очень похожи на ювелирку. И у меня что-то похожей категории есть несколько колец, но не позолоченные. А здесь вот нашла золото на свалке, мои дорогие. Здесь вон маркировочка, видите, внутри. Интересная форма. Туго-туго надевается, но надела. Очень хорошо смотрится, кстати.
Опа, сейчас надо снять, постараться. Так, сняла. Идем дальше. Следующее нечто. Кстати, подобных вещей тоже часто можно встретить. И это похоже на Handmade. Здесь такая ракушка. Вообще это пластик. Такой тонированный, покрытый эмалью. Тонированная какая-то неравномерная поверхность. Золото с бирюзовым таким... Сережа пришел, да? Что ты хочешь сказать? Вот. И такая вещица. Ну, это брошь. Я не знаю по поводу возраста. Ну, судя по тому, что клей уже пожелтевший, возможно, это что-то из, может быть, из 90-х. Но имитация натуральной ракушки. Но это пластик. С обратной стороны. Довольно хрупкий пластик. Так, идем дальше. Что-то тут одиночное. Уж эти одиночные серьги, это прям бич тех коллекционеров, кто ищет клад, покупает какие-то лоты. И одиночных сережек очень много. Похоже очень на серебро. Попробую поискать маркировку. А вот она и есть маркировка. Так, сейчас, минуточку. Что здесь? 925 ТМ СО. Ну, подобного плана кольца очень просто чистятся. Просто несколько раз протереть. И уже, видите, блеск появляется. Ну, жалко, что она одиночка. И крепление такое удачное. Люблю такую застежку. Ну, одиночная серьга. Ух, сколько их уже у меня, этих одиночек. Так, а здесь вот целый мешочек. Так, ну давайте сначала вот этот, наверное, мешок посмотрим. Когда-то он стоил 50 центов. Опять-таки, вот если это бисеринки разобранные, то это опять в стройматериалы пойдет. Я даже боюсь высыпать. А нет, здесь какая-то нитка. Так, и застежка. Так, что это? Ух ты ж, какая красота. Все-таки это колье. Не пойму я, как здесь завязано, что здесь перепутано. Что-то пошло. Ой, что-то пошло не так. Ага, все перекрученное. Не знаю, что здесь. В общем, надо с этим что-то делать. Так, попробую. Вот, все, распутала. На самом деле классная, стильная вещица. Очень такой красивый минимализм полный. И здесь нет маркировки. Такая обратная сторона. Но очень уж красивый оттенок бисера. Бисеринки очень красивые. Такой сложный рисунок. Здесь вот что-то... здесь это просто, видите, концевик такой. И мне кажется, это что-то винтажное. Возможно, 70-е, 60-е. Подобного плана, кстати, можно как и современное украшение использовать. Но очень сложный цвет. Я не знаю, что к этому можно подобрать. Сейчас, минутку, отключусь. Что-то у меня подобной расцветки есть. Сейчас, минуточку. Так, мои дорогие, набрала несколько сережек, предположительно к этому кулону, и браслет. Давайте сначала браслет, который я предположительно к этому кулону подобрала. Сейчас вижу, что нет, не подходит. Здесь все-таки желтый металл, хотя вот такой сложный люцитовый цвет. Напишите, возможно ли вот такое исполнение. Мне кажется, не очень подходит, потому что уж очень акцентный вот этот сам кулон. По бисеру, конечно, претензий нет, по оттенку подходит, но думаю, что этот браслет не подходит. Убираю. Так, здесь вот такие серьги. Ой, схватила. Серьги-клипсы тоже по оттенку подходят, но опять-таки оттенок металла отличается. Ну, как-то не очень, да.
Тоже это идет в сторону. Так, следующий вариант я, который схватила, это вот что-то такое прям, ну, мне кажется, вот это еще более-менее, да, подходит. Хотя здесь нет акцента на именно на сам цвет, но оттенок металла, форма тоже идеально совпадает. Думаю, как комплект вот этот вариант возможен. Напишите, пожалуйста, мои дорогие, какие серьги больше всего подходят. Вот такие металлические, без акцента на цвет элементы, мне кажется, подходят вполне себе. Такое. Я же еще несколько вариантов попробовала схватить. Попробуем, давайте примерить, подобрать. Вот такие кольца. Кажется, по оттенку они не совпадают. Они какие-то более яркие, что ли. И, мне кажется, по стилю тоже не очень. Тоже отходим в сторону. Так, вот это схватила. Ну, как я сейчас вижу, вообще не совпадает. Так, следующий вариант. Вот такой вот, смотрите, опять по оттенку эмали. Ну, вполне себе может быть, по форме может быть. Но то, что вот здесь золотая каемочка, тоже не подходит, в принципе. Схватила еще вот такие серьги. Ну, такой может быть. В общем, мои дорогие, я склоняюсь вот к этим вариациям, грубо говоря. Напишите, согласны вы со мной или нет. То есть вот либо вот эти серьги по оттенку, кстати, совпадают. Вот эти хорошо совпадают по форме. В общем, жду ваших рекомендаций, советов, согласны вы со мной или нет. Все остальное, что я там схватила, думаю, совсем не в тему. И думаю, что вот номер 1 это вот это вот. Номер 2 это вот это вот. Согласны со мной или нет? Но я довольна вот этой находкой. Вполне себе классная вещица. Носить буду. Очень люблю я подобного плана. Кстати, можно как в скрученном варианте, да, это делать. Все делать как и жгутом. В общем, как-то так. Ну, за $3 почему нет? И золото нашла, и подвесочка такая стильненькая. Так, следующий мешочек. Даже не буду открывать. Здесь заглушки на серьги. Они всегда нужны, они всегда теряются, их всегда не хватает. Так что вот это тоже вещь пригодится в хозяйстве, все сгодится, мои дорогие. А я вот нашла и вторую серьгу. Так, где у меня это первая? Вот. Ну, тут что-то соединено, к ней присоединено, совсем не то. Вот эти серьги нашла. Так, есть еще одна такая, нет. Получается, вот это вот одиночка, а это вот собралась парочка. Вполне себе классные серьги. Так, все рабочее, все рабочее. Здесь тоже есть маркировка, видите, внутри. В общем, нашла золото и серебро за $3. Ну, классные вот эти серьги тоже буду носить. Следующее что-то опять одиночное. А нет, не одиночное, вот здесь. Ну, таких тоже много у меня часто встречаются. Обычные металлические такие полукольца с эмалевым покрытием. Покрытие классное. Подобные серьги всегда нужны. К любому аутфиту подходит. Так, что-то похожее, тоже одиночное. Ну, я вижу, что это новогодняя тема. Я вам показывала, кстати, новогоднюю коллекцию. И что-то похожее там тоже есть. Но, по-моему, там покрупнее размер. Здесь они прям мелкие-мелкие, мелковатые. У меня покрупнее есть. А эти прям... Эта серьга мелковатенькая. Так, и здесь нет маркировки. Если видите маркировку, обязательно напишите, пожалуйста. Ну, вот как раз то, о чем, да? Много попадается серьги, пусеты без заглушек. И то, что тут мешочек с заглушками нашла, меня тоже радует, но не радует то, что эта серьга тоже одиночка. То есть вот у меня уже, как говорится, опять коллекция одиночных сережечек пополняется. А, сказала одиночная, а вот она не одиночная. Парочка. Ну, опять-таки, коллекция новогодних украшений пополняется, это радует. У меня есть много украшений рождественского направления, новогодних украшений. Думаю, что вот эти веночки туда тоже хорошо впишутся.
Но эти вот чуть помельче. Они такие прям меленькие, мелковатые. Следующий мешочек. Что тут? Кто-то мне писал, как вы с длинными ногтями раскрываете. Но я, честно говоря, с длинными ногтями как бы проще мне справляться. Мешочки я открываю быстрее. И это все. Ну, в общем, давайте буду брать. Вижу, что сразу здесь, похоже, парные серьги собраны. Вот такое чудо чудное. Ну, тоже такие следы износа есть. В общем, смысл такой, что цепочка, собранная вот такими звеньями, у меня есть и браслеты такие, и приплюснутая. Приплюснули, расплющили. И здесь вот что-то пайка какая-то есть. Ну да, что-то запаяно, припаяно. Такое. Такое себе. А маркировки нет. Они такие крупноватые. Не знаю, буду я подобное что-то носить или нет. Но, как говорится, что попалось, то попалось. Так, следующее, что тут? Какой-то элементик. Серьга какая-то мелкая. Так, я вижу, что она одиночная. Одиночную буду убирать сюда. Здесь вот такой элемент. Ну, сам мешочек пыльный. Нужно украшение мыть. По поводу серебро это или нет, трудно сказать. Но они такие тяжеловатые. Маркировки нет. Ну, такие тяжеленькие. Я думаю, что это что-то современное. Такая какие-то звенья. Если видите маркировку, напишите, пожалуйста. Может быть, я не все вижу. Через камеру плохо видно. Когда в монтаже уже при близком рассмотрении в таком варианте можно что-то рассмотреть. Ну, такие тяжелые, похожи на серебряные. Кстати, много украшений серебряных, которые без маркировки попадаются. Вот такое вот что-то хулиганистое. Пальмочки эмалевые. И здесь нет маркировки. Вижу, что есть и вторая. Ну, летом, в принципе, может быть, я, возможно, эти серьги подарю в подарок. Ну, мне кажется, это что-то на ребенка, на девочке. Будет хорошо смотреться. Даже знаю, кому их можно подарить, эти серьги. Такое баловство, баловство. Следующее. Здесь есть что-то второе. Да, есть и вторая серьга. Очень красивый, кстати, кабошончик у этих сережек. Как-то, видите, синий такой. Обратная сторона интересная. Так, вот это повернись-ка. Маркировки нет. Ну, такое броширование. И в таком восточном стиле мне это напоминает что-то. Хюррем Султан, да, мне кажется. Именно восточное что-то. И кабошончик центральный, красивый. Похоже, что он с амальгамой, потому что так отсвечивает. И ярко-синий цвет. Я не знаю, носить я их буду, нет. Попытаюсь как-то внедрить в свой гардероб. Довольно-таки заметные серьги, не мелкие, такие своеобразные, скажем, да. Так, следующее что-то. Ух ты. А это прям золото, бриллианты, не меньше. Тоже у меня есть ювелирка, похожая вот на это. Но это бижутерия. Кристаллики очень красивые. Сейчас покажу вам. Очень красивые, сверкают, переливаются. Но они вклеены. Как правило, в ювелирных изделиях драгоценные камни, полудрагоценные камни, они всегда закреплены в лапке, в клапанах находятся, а здесь вклеены, но кристаллики очень красивые и вот подобного стиля украшения очень хорошо, так эффектно, заметно смотрится. Я думаю, что я их носить буду. Вот такие интересные сережки.
Так, мои дорогие, ну за 3 доллара я уже прям довольна, уже прям рада. Так, что здесь у нас? Ах, мои дорогие, вот здесь вот, как говорится, не все коту масленица. Смотрите, две великолепных серьги. Я сначала подумала, что они одинаковые, а они разные. То есть жемчужина по центру, стеклянная жемчужина, а здесь жемчужина похожа на натуральную. Ну, жаль, жаль, конечно, что здесь так обратная сторона выглядит, что они одиночки. Ну, похожих тоже у меня много сережек. Не знаю, что-то, возможно, подберу. Сказала, жемчужина натуральная. Нет, это не натуральная жемчужина. Видите, здесь как концовочка, да, когда заливали. Я думаю, что это даже пластик. Но смотрится очень здорово. Ну, это бывает и так, что, видите, пластиковая искусственная жемчужина, но взята в крапаны. А стеклянная вот закрытая. Ну, жаль, что, конечно, одиночки. Так, следующее, что тут? Обычные такие, похожи на золото. Опять нашла золото. Нет, это не золото. Здесь, видите, здесь потемнее, может быть, позолота. Но она уже как бы, в принципе, тоже на каждый день часто встречающаяся. Можно предположить, что это как современные, так и вполне себе винтажные. Тоже я помню, в 80-х годах подобного плана серьги тоже были в моде. Так, и следующие очень простые такие, минимализм. А, кстати, может быть, даже вот к этому колье, да, которое я показывала, подбирала серьги. Но здесь тоже нет маркировки. Ну и, в общем, по итогу за 3 доллара мешочком я очень довольна. Нашла золото, нашла серебро, нашла и, как сказать, подобрала комплект. В общем, интересный мешочек, на мой взгляд. Жду и ваших впечатлений. Напишите, понравился вам разбор сегодняшний, поиск сегодняшний понравился или нет, что из украшений вам запомнилось, понравилось или вообще это все ерунда, кто-то и такое может написать. Мои дорогие, всех люблю, целую, обнимаю. Всем мира, добра и красоты. А с вами была Оксана. Увидимся в следующем видео. Всем всего хорошего. Пока-пока.